На мой взгляд, у этих машин началась вторая жизнь. Всегда держите 1500–2000 долларов на ремонт автомата при покупке. Нормально эту машину срисовали с Audi 80, сделали пошире и подлиннее. 200 сколов будет, ржи не будет. Преимущество: авосик перед 38-й, 140-м, 220. Платите за газ, кто-то потом начинает кардан откручивать, потому что не во всех более новых автомобилях только встретишь. 19-е кованые диски от РС-ки. А подскажи, там выбрать А8 D3. Здравствуйте, сегодня у нас представитель концерна, о котором я могу разговаривать бесконечно. Но здесь нет никакой интриги. По названию, по картинке вы поняли, что сегодня авоська D2. Машина, на которой я все равно в последнее время, последних полгода часто начинаю засматриваться, потому что вот многие пишут, и уже у меня в автоподборе много в инсте вот ребят знакомых, с некоторыми близко общались, и вот тоже смотришь их инсту, люди спрашивают, вот, а подскажи, там выбрать А8 D3, там все что-нибудь такое премиальное, и люди уже за такое не берутся брать, говорю, вообще не советую покупать, потому что, конечно, А8 D3 преимущество тоже, что весь кузов алюминиевый, но пневма, то, что люди боятся, автоматов люди боятся, а именно эта машина хороша тем, что невысокие цены, о ценах потом скажу, можно найти на механике и не было никакой пневмы, то есть все нюансы, которые люди боятся, здесь отсутствуют. Ее поэтому можно и взять спокойной душой. И у нас сегодня автомобиль не стоковый, здесь есть некоторые изменения, особенно под капотом, вернее только под капотом, которые наиболее, я считаю, рациональным и правильным решением, чем избавляться от косяков первых сырых двигателей, которые были на этой машине. На канале авоськи такие были, вернее была одна авоська дорестовая, вот недавно была серия про нее, про переделку салона, там цена, все, результат вы можете посмотреть. И была S8, года 2 назад я ее снимал на автомате. Сегодня у нас уже рестовая 8, S8 была рестовая 2000 года, авоська у нас до рестовая 98-го, а это рестовая уже авоська 99 год. Она производилась, ну, в обзоре я рассказывал, тут я не буду уже про историю машины рассказывать, затягивать видео, я хочу сделать более коротким, на этом не останавливаться. Да, 94 года она производилась, в 99 году был рест, другая оптика. Разумеется, дверные ручки стали уже не как у Audi 80. Вообще по-нормальному эту машину срисовали с Audi 80, сделали пошире и подлиннее. Доказательство — это на дорестовые дверные ручки и дизайн задней части автомобиля. Ну, это Audi 80 один в один. Ну, хотя и передняя часть тоже смахивает. По оптике, кстати, в рестайле от фары пластиковые, и от отзывы есть, что дорестовая, мол, светит лучше. Что красивее, бог его знает. Мне, честно говоря, и та нравится. Я здесь не привередливый, но я не могу выбрать. Мне и то нравится. Но она в любом образе красива. Лонговая даже мне меньше всего нравится. У нас все коротыши, кстати, ни одного лонга у меня не было. Все три машины, но S8 лонговой не бывает. Для тех, кто мне сейчас хочет поправить сразу, да, не бывает S8 лонг. А вот дорестовая и рестовая у меня тоже коротыши. Но, честно говоря, мне лонг не особо нравится. Лонг якобы более деловито и строго выглядит, уже так более пафосно. Но преимущество коротыша то, что шумоизоляция будет получше у машины, потому что пространства меньше в салоне. Теоретически шумоизоляция здесь лучше. Ну вот, обошел всю машину. Кузов алюминиевый, что тут жучки искать, все чисто, все красиво. 2 года назад машина покупалась, и здесь ничего не изменилось, только купили еще губу на заднее ветровое стекло. А так все как было и осталось. 200 сколов будет, ржи не будет. Преимущество: авосик перед 38-й, 140-м, 220-м, который уже не раз
переварены. И уже даже наловчились, смотрел на сайтах кузовные элементы, ну, понятно, пороги, арки, крылья, уже наловчились даже ремкомплекты дверей, там 15 сантиметров полностью, ну, нижняя часть двери, чтобы свою отпилить, эту приварить полностью, уже без шпакли, без этого всего, уже наловчились, даже штампуют ремкомплекты дверей. Хочу сказать несколько слов насчет всем давно известного слуха. YouTube могут закрыть, заблокировать, ограничить доступ. И в связи с этим я открыл канал на Рутубе и на Яндекс.Дзен. Ссылки в описании. Пока YouTube работает, может его и не закроют, но на всякий случай. Все видео новые, которые выходят в один и тот же день, в одно и то же время на всех 3 площадках. Ссылки в описании, подпишитесь туда, чтобы мы не потерялись и держали обратную связь. Если вдруг что все-таки с инстой произойдет, телеграм-канал уже тоже я создал в начале года, ссылка также в описании. Ссылки на канал на Рутубе и на Яндекс.Дзен в описании, ссылка на телегу также в описании, все мои соцсети, в общем, все ссылки в описании, подписывайтесь, и мы с вами не потеряемся. Здесь установлены 19-е кованые диски от РС-ки. На 17-х машина едет гораздо быстрее, но видок, конечно, дают 19-е. Но если вы найдете на бушке и будет перекрашивать, то за покрас таких дисков возьмут с вас немало, потому что спицы красить это не 5-палый диск, блин, там 6-палый. С этими спицами маляру это 7 кругов ада, и поэтому вам придется отстегнуть. Ну что по ходовой, в принципе ничего не изменилось в сравнении с той авоськой. Также многорычажка спереди и сзади. Здесь передний привод, а не кватро. Да, сейчас многие начнут орать, то что Audi это кватро. Да пожалуйста, $600, кардан, вся задняя подвеска, все кватро из нее сделать, и вот вам плюс $600 и кватро. Потом вы начинаете, разумеется, что касается бензина, потом кватро вам нравится, все 4 колеса, вы едете на настоящий Audi, но расход вас ни хрена не радует, и вы ставите газ по-любому, конечно же, платите за газ, кто-то потом начинает кардан откручивать, потом продает машину, забывает про это. По тюнингу необходимому здесь завода вообще 4-колодочные суппорта. Здесь уже суппорта от Audi D3, A8 D3. Более классического вида, без этих извращений их. В рестайле чуть изменили, но все равно. В народе их называют недотормоза. Ну, кто-то не заморачивается, вот здесь поменены. Но тормоза на любом ваге, вот я езжу за счет, сколько вага сняли, вот, начиная от Сиата, заканчивая А8, любыми. Тормоза это то, что у вага, ну, визитная карточка, блин, машина готова тебе нос расквасить. Самое главное, двигатель, вот здесь 1.9, точно такой же, как был на Audi A4 B6, который мы здесь же и снимали, точно такой же. И там он уже был не стоковый, и здесь не стоковый, ни хрена. Здесь уже 160 лошадиных сил, сделан чип. То есть было 130, стало 160, крутяшки было 310, сейчас в районе 350-370, где-то вот так плавает. Сделали машину качественно. Ну, конечно, опоры пришлось переварить. Здесь был 2.5 дизель V6, 150-сильный, 6-ступенчатая механика, которая сейчас здесь же и стоит, та же самая, передний привод. Ну, по движку я уже сколько раз рассказывал. Porsche 79,5, ход его 95,5, степень сжатия 19,5, ременной привод ГРМ, 8-клоп, насос форсунка. Максимальная мощность в 4000 было 130, сейчас уже 160. Ну и крутяшку тоже я сказал. Проблемы по движку, разумеется, это крепление под форсы. Попадает топливо в масло, надо знать эту тему. И плюс еще распредвалы любит хавать мотор. Но если вы жлоб раз 15 тысяч масла меняете и заливаете какой-нибудь не совсем то, что нужно, так скажем. А так, таких повальных проблем с распредвалами я не встречал. Но вот некоторые люди меняли, там уже износ наблюдался, люди уже меняли. Но это тоже космические пробеги были. А так, в целом, ну, двигатель сейчас такой стоил $1000 с навесным полностью в сборе. На разборках где-то и за 400, и за 500, но там только
Свечи, блин, то, что не выкрутили, чтобы цилиндры не начали, свечи накала, и то старые какие-нибудь. А так поздирает все с машины полностью, турбины откручены, уже кому-то проданы там за 100, за 150 долларов. Ну, я уже загибаю, за 150 нет, конечно, около сотни, вот так. Короче, то, что можно продать, то выкручивается и продается. А вот за 300 вот такие огрызки пооставались, скажем. А полностью с навесным уже штука, а то и больше кто-то будет просить. За то, что автомобиль чипован, он едет, конечно, быстрее стока, едет помедленнее, чем А4, та же А3 будет в стоке, но быстрее, чем стоковая А3 со 100-сильным двигателем, который я тоже так уже снимал, она ездит быстрее, плюс за счет того, что она чипована. Самое главное в любой Audi, чтобы руль стоял ATS или RS, иначе без этого машина ехать не будет. По дизелю. Ну, сейчас я только тронулся, я чувствую, все равно дизель есть дизель, крутяшка снизу неплохая, то так бодро подрывается. Сейчас посмотрим по ходу. По шумке, разумеется, он будет тише, чем свистящий это 2.5. 1.9 этот с насос форсункой, но все равно чутка потише будет. Но хотя это индивидуальное мнение, сейчас, я знаю, давайте спорить, кстати, да, давайте спорить, пофигу, кто прав окажется. Ну, конечно, машина чипована, сейчас тут не сток, тут 160. В стоке 130 и 310 крутящего, здесь 160 и крутяшки где-то 350-360 моментов. Примерно так будет в теории. На практике может даже чуть больше выдать. Знаете, вот я ездил на А3, да, там 101 лошадиная сила мощности. Но эта машина быстрее, чем А3, стоковым 1.9 в 100 сил. Ну, шикардос. Коробка здесь механическая, здесь, ну, вот я говорил, был 2.5. V6 коробка осталась та же, 6-ступка механическая. Но прет она отлично, отлично. Ну, вот как... Не знаю, с чем бы сравнить. Вот как любой Passat 5 с таким 130-сильным мотором, только она чуть-чуть быстрее все равно будет даже. И снизу резвее. И так, ну вот, чиповка есть чиповка, она резвее едет. Шестая передача, 140, 2500 оборотов. То есть как у меня на B6. Как у меня на B6. 2.0 Common-Rail'ский мотор, шестая передача, 2,5, там 2400, это 140. Даже 2350, 2400. Здесь вот такие же самые обороты. Я смотрю, да, до 2400, ну, не доходит. Ну, где-то тоже 2400, 100, 140 на 6. Короче, динамика, как у меня у B6. Я не имею в виду динамика не разгона, а крейсерскую скорость. То сейчас неправильно поймут. По трассе я езжу на 6-й передаче, повторюсь. Шестая передача по трассе у меня 140, 350, 2400. И здесь то же самое. То есть динамика сопоставима. А в остальном это авоська. Я до дверной карты не дотягиваюсь. Широкая база, вот, едем, комфорт. Ну, класс никуда не деть. Здесь можно вот, как на 2.8, до рестайловой авоськи, тут у меня тоже на канале. Там с S8 уже стоят пружины. Она занижена, она стала жестче. Это, да, помягче едет. Но, блин, но все равно это же 8. Колесную базу, ширину колеи никуда не денешь. Потому что сколько гольф не делай, комфортнее. Там мягкие пружины, амортизаторы другие. То есть все равно авоська будет комфортнее, потому что все равно физические параметры не обыграешь. А самое классное в этой машине то, что по кузову хоть 200 сколов, но сквозных дыр, как в BMW и Mercedes, вы не увидите по-любому. Ну да, вот динамика, как я на B6 еду, может чуть-чуть резвее, потому что все-таки чипованная машина. Но, блин, весело, классно на ней ехать. Вот динамика здесь нормально, она хорошо едет. Можно вообще разогнаться по полной, в том плане, что было на канале 4B6, там 220 сил, тоже 130-сильный мотор.
турбина 2.7. Вот опять я снимал Audi, там был 2.7 мотор V6 TDI от него, Кама мотор этот. От такого мотора турбина там стоит. В другой впускной коллектор, половина выхлопа другая, кулек. Ну вот, можно здесь также разогнаться. Это все навесить, такую же турбо, все это. Конечно, это обойдется плюс работа. Сейчас цены скаканут, доллар поднялся. Так что это неблагодарное занятие, гадать, сколько это будет стоить. Ну, короче, не меньше $2000 это будет стоить. Если для вас это, ну, цель номер один, то вот, можно сделать, будет 220. И по факту она будет быстрее стоковой 2.5. Даже на Quattro, которая была на этом самом 2.5 на 180 сил, ну, которая была в стоке здесь, она будет быстрее ее по динамике. И, ну, мотор не такой проблемный, как 2.5. Хотя 2.5 уже с 2001 года, но здесь нюанс, то, что в 2002 году их сняли с производства. А если брать машину от А6 C5 2002-2003 года, там уже с индексом B, которые пошли, там уже 2 масляных насоса с распредвалами, тоже нюансы все убраны. Ну, это идеальная машина, просто идеальная. Конечно, если вы возьмете квадровую Audi и такой дизель туда засунете, то будет помедленнее, конечно, потому что 4 колеса крутить и зимой, ну, не хватит мощности у двигателя, чтобы все эти 4 крутить зимой, к примеру, ну, если снег решили помесить. Будет недостаточно мощности, но в принципе, если вы уже будете его чиповать за 200 сил, там 250-60 навешаете туда, но это не нужно, потому что расход и более мощный мотор, более частого внимания к себе требует. Масло все равно надо чаще менять, следить за всем, чтобы, ну, за состоянием. Турбомотор мощный все равно, скажем так, без внимания вас не ставит или коленца выкинет. Ну, хотя, в принципе, все эти конструкции надежны, но все равно обслуживать автомобиль нужно. А вот такая именно конфигурация, вот это идеального городского автомобиля. Вот реально. Действительно идеальный городской автомобиль. Динамика как в 2.0 Коммонрейловском. Комфорт, простор салона, это 8, это никуда не делось. Поэтому это, ну, отличный вариант по мне. Блин. Удобно расположился, все равно есть подогревы, двухзонный климат-контроль, подогревы сидений, все электрорегулировки сидений, ну, на тот момент, для 99-го года, ну, шикарно все. Салон можно перешить, как в авоське, который я дал, то есть это автомобиль хороший проект, и он достоин этого, потому что кузов алюминиевый, с кузовом никаких проблем, а все остальное можно дорабатывать до бесконечности. Можно и 3-литровый дизель сюда поставить потом в перспективе, можно возвращаться как угодно, вот на 6C6, там 310 сил стенд показал, вот чипованная, 225 стоки. Можно такой мотор сюда поставить. И там тоже, кстати, на механике был. Да, 4.2 быстрее. S8, конечно, было быстрее, но 4.2 на автомате, как я во всех своих видео говорю, всегда держите $1500-2000 на ремонт автомата при покупке. И можете покупать. Другие расходы, 4.2 все равно будет жрать немало, а спокойно ездить, к примеру, надо смотреть правде в глаза, со скоростью 60 км в час на S8, ну, я ездить не смогу. Так что расход будет немалый. И обслуживание автомобиля гораздо дороже. Так что, ну, по мне, такой вариант хороший. И больше и не нужно. Ну, для нормального динамичного передвижения больше и не надо. Ну, как по мне. Нифига себе, нас Камри выгоняет. 30-ка. А не, ни хрена отстает. Парень без задней, я начал тормозить, блин. V6 у него? Или это просто шильдик V6? Хрен его знает. Короче, Camry 30-ка, ну, такое хорошее состояние. 3.5 V6, скорее всего, если верить его шильдику. Пыталась зацепиться, но я уходил, начал тормозить, он меня уже объехал и тут же тоже начал тормозить. Но достать он не мог меня от кольца. Вот вам и динамика, кстати, вот можете сравнить. Но он тяжелее, чем вот А4 будет, тот же Passat B5, то есть в этом она проиграет за счет своего веса. Но за то, что двигатель чипован, она быстрее стоковых машин этих.
Плюс коробка здесь от 2.5, то есть теоретически у 2.5 все равно выше крутящий, там свыше 300. Тут тоже 310, там, по-моему, 350 или 360 был. То есть коробка длиннее. У меня было на канале такое видео, я на своем B4 менял коробку, поставил по длине. У меня крейсерская скорость увеличилась. Тот же самый эффект и здесь достигнут, потому что здесь коробка 2.5 еще стоит. Но 19-е кованые катки, но они кованые, они литые. Конечно, в сравнении с 17-ми, они тормозят динамику и увеличивают себе тормозной путь. У себя на канале в телеге я философствовал на эту тему и много раз в видео своих говорил, ну, Вага тормоза классно, но по-любому тормозит. Тем более здесь новая суппорта, колодки, полностью все новое. И больше тормозные диски, естественно, чем были заводы на этой машине. Поэтому и этот недостаток тоже компенсирован, соответственно. Вот. Коробка, чипованный двигатель и показатели по динамике мне, честно говоря, устраивают. Как машина едет именно. Я секундомером не задрачивался, там с ума не сходил. Я уже сравниваю с другими вагами. Но мне динамика понравилась. Машина едет хорошо. Сверхдинамики здесь, конечно, нету. Там 5 секунд разгон, 6 до 100. Нет, но в городских условиях и по трассе вполне комфортно. И нету чувства недостатка, что машина тупит, тормозит. Достаточно бодро, нормально. Как большинство современных двухлитровых дизелей коммунреловских. Не обязательно немцев, но и немцев, и тех же французов. Ну вот, сопоставима динамика с двухлитровыми дизелями, коммунреловскими современными. Это 8. Качество материалов, конечно, радует. Радует то, что сейчас гоняли, пару ям поймали на скорости. Но нету ни скрипа, ни сверчка, ничего, только это вот поскрипывание кожи. Да, уже кожа мятая, ну, более 300 километров тысяч пробег у автомобиля, но эта окантовка, хром этот еще родной, и он не стерся. Да, есть миленькие царапины, но он так... Состояние вот такое же, как у Джили, то, что я снимал. Я не хочу Джили унизить, но на Джили 30 тысяч километров и уже такие же коцки. И начинает, сейчас этот хром начнет слезать, я так чувствую. Да, Джили это новый автомобиль, бюджетный, не нужно сравнивать с премиальным классом даже тех лет, но все равно, тем не менее, в сравнении с этим в 10 раз разница пробега, блин, а состояние то же самое. Тоже о чем-то говорит. Ну, разумеется, дерево. Все это можно перешить, сиденье, освежить салон. Стоимость, опять же, я там указал. А так ничего нового. То, что, конечно, радует, и опять же, это преимущество премиум автомобиля, то, что все регулировки электронные нету. Все можно подогнать под себя. Я прекрасно расположился. В отличие тоже от более новых, но менее ниже классом автомобилей, где все равно механически это все регулируется. Поэтому это, конечно, преимущество, и это хорошо. И по большому счету, что в автомобиле нужно? Автомат-коробка это спорно, потому что когда автомобиль уже в годах, хочется надежности. От автомата в годах надежности уже не ждешь. Вернее, подсознательно ты ждешь, но это не нужно делать, потому что уже годы и пробег берет свое. Поэтому насчет автомата это спорный вопрос. Усилитель, климат-контроль, кондиционер. На худой конец, ну лучше, конечно, климат-контроль двухзонный здесь, как и во всех авоськах был. Подогревы сидений. И по большому счету, в принципе, ничего не нужно. Отключение ESP, электрошторка, отключение парктроников, либо включение их. Обогревы сидений, конечно, тоже приятный плюс, потому что не во всех более новых автомобилях только встретишь. А я человек лично тоже люблю тепло и комфорт. Насчет электрошторки она работает. Также в дверных картах встроены заводские шторки, ну, правда, уже механические, но это плюс, потому что к тонировке здесь сразу, тонерная машина сразу тормозится, и тонер запрещен. Вот. Но в России есть разрешение по тонеру. В Украине, насколько я знаю, еще даже в хлам многие затонированы, поэтому это... Ну, там вообще не проблема у нас, но у нас, допустим, это проблема. Вот, но наличие шторок это, конечно, преимущество. Конечно, можно заказать бескаркасные шторки на всю машину, даже если нет ну, на всю заднюю часть. Но все равно приятно, когда это есть с завода, и ничего это не нужно делать. Просторный салон, мягкий кожаный диван. Развалиться можно по-королевски. Если вы двухметровый человек, достаточно высокие, и у вас такие же высокие пассажиры, вам будет, конечно, тесновато. Но ищите тогда лонговую версию, и места будет больше. Но динамика будет хуже, потому что машина подлиннее, насколько я помню, на 13 сантиметров. Я вот в обзоре на дорестовую авоську я говорил, по-моему, 13, я уже забыл, надо посмотреть.
Вот. И за эти 13 сантиметров все равно немного металла вам добавится, дополнительного веса, все равно динамика будет хуже. Поэтому, чтобы динамика была лучше, не надо возить никаких пассажиров, надо ездить одному и покупать только коротыш. А для комфортных дальних поездок надо ищите себе лонговую версию. Стаканчиков нет, вот это плохо. Я люблю стаканчики. Помню в Эске вот ниша для аптечки. В S8, помню, стаканчики заводские здесь были такие маленькие, классные. Удобный, классный подлокотник. Но это А8. Есть бамбалюк для перевозки там скейтборда, лыж, там ваших вещей более. Кстати, у А8 салон, багажник больше, чем у S8, потому что у S8 регулировка заднего дивана была дополнительная. Я на обзоре на S8 говорил. И там за счет регулировки уменьшили пространство в багажнике. Ну, а так все без изменений. Вот эти кармашки, все как было, так же и есть обогревы задних пассажиров. По месту тоже, как и в Доресте, ничего не изменилось. Лон, конечно, будет подлиннее. Но если вот более рослый водитель сядет до конца, отодвинется, ну где-то спинка будет вот здесь. Тесновато, но не тесно, все нормально. На мой взгляд, у этих машин началась вторая жизнь, потому что, конечно, хочется ездить на новой машине, как сказал Генри Форд. Лучшая машина, конечно, новая, но новые машины переоценены, и они еще дорожат, так что они уже трижды переоценены. Как я уже сказал, А8 D3, они более уже там больше всяких электронных блоков, они уже и электроника напичканы, и уже пневма, автоматы, поэтому людям это боятся, это стоимость обслуживания возрастает в геометрической прогрессии. А эту можно найти с механикой, кузова алюминиевые, машины технически достаточно простые, поэтому они сейчас и ценятся. И есть специальная контора, которая и занимается установкой только 1.9 на эти машины. Поэтому они и ценятся, и не самые дорогие в продажах. Но в этом есть рациональное зерно и такая все-таки идеальная конфигурация ежедневного городского автомобиля. Ну вот и все по ней. По большому счету, это очень хороший проект. Как я уже сказал, в отличие от BMW, Mercedes, это алюминиевый автомобиль. Тут не надо жуки искать и прикидывать сумму, там, варить пороги, все, вот этого геморроя нету. Это самое главное этой машины, за что ее ценится. И именно этот автомобиль ради этого и купили. И ту А8, которая тоже была на канале Дорестовая, она и есть, и будет дальше продолжаться, тоже из этих соображений купили. И, что греха таить, я сам часто объявления листаю на эти машины. Нам сейчас, когда уезжал, то смотрел цены на эти машины. Дорестовые 2.5, 2.8 на механике, они стоят там 4, 4 600, 5, 5, 5 600, вот так вот. Максимальные цены, ну, конечно, 4.2, S8 я не смотрел. Я смотрел именно А8, S8, понятно. А, конечно, 4.2, там с 3.7, там 6, тоже там 6500 до 7. А вот именно такие машины, именно со 188 дизелем, 6500, 7 даже, 7500 просят за такие автомобили, потому что уже все сделано, по сути. И если даже взять такую машину, там за 4, за 5, поменять вот двигатель полностью, двигатель совсем навесным, плюс работа, вот делали в хорошей конторе, нету изоленты, это жлобство, это колхоза этого нету, 1600, плюс, я вот не помню стоимость перешива салона, вот на авоське, где там итоговая сумма вышла. Вот сделать так мотор, салон, сделать автомобиль, который реально годами будет гонять. Самое главное, вы не будете дрючиться с кузовом. А это самая главная цель, потому что ходовую перетряхнуть можно за пару дней, мотор перекинуть тоже пара дней. А когда автомобиль гнет постоянно, особенно как 220 или 140, то это вообще ад, блин, потому что наступает момент, когда тупо не к чему варить, и машину приходится выбрасывать. Спасибо большое за внимание, не буду сворачивать на второй круг. Ставьте лайки, делайте репосты, смотрите наши другие видео по ВАГу. ВАГа у нас предостаточно на канале. Счастливо!